Привет, ребят, это Орел и Решка. И мы прилетели на один из самых больших островов в мире. Мы на острове Борнео. Это прекрасно. Здесь так круто, здесь так разнообразно, насыщенно и ярко, что, мне кажется, абсолютно не важно, кто будет бедным ты, а кто богатым я. Так что Орел. Решка. Ой, открывай, я волнуюсь. Так было лучше. Очки-то упали к добру. Хорошо погулять. Борнео – это третий по величине остров в мире и самый крупный в Азии. Это единственный морской остров, который делит сразу 3 государства. Индонезия, Малайзия и Бруней. А мы приехали вот сюда, в его малайзийскую часть. Чтобы искупаться сразу в 2 морях. Загореть на модных курортах. И посмотреть на диковинных зверей, которых не сыскать в любом другом месте на планете. Это будет длинный и очень необычный уикенд. Как обычно, сперва нужно поменять свои $100. О, как здесь хорошо. Здесь кондиционер работает. Так, обменник. Excuse me? What is money exchanger? Not money exchanger here. Okay, how I can change money because I want to pay for the bus. Но оказалось, что в аэропорту Сандакана нет обменников. Этот аэропорт региональный, а значит, международные рейсы не принимают. Поэтому все туристы добираются сюда с пересадками и меняют деньги в других городах. Так что автобус мне не светит. Единственный вариант – это договориться с таксистом, чтобы он отвез меня к ближайшему обменнику. This car? Okay, thank you. Конечно, было бы дешевле сесть на автобус и доехать до города на нем, но здесь есть 2 минуса. Первый – это то, что у меня нет местной валюты, и в автобусе вряд ли кто-то согласится на такую схему. А второй минус – это, конечно, кондиционер. В автобусе, даже если он будет, вряд ли я смогу им рулить. А здесь все направил на себя, поставил любимую температуру. Прекрасно. На этот уикенд я попросила продюсеров найти мне самую крутую тачку, которая только есть на острове. Ну, привет, самая дорогая машина в рентале. Мне кажется, она старше меня лет на 10. Вы серьезно? Nissan X-Trail 2008 года? Движок на 2,5 литра, 160 лошадок и максимальная скорость 180 километров в час. Да, и внешне машина очень подуставшая. Наверное, много повидала на своем веку. Старенькая, конечно. Потрепанная. Но, с другой стороны, опыт – это хорошо. Единственный плюс – это все-таки внедорожник. Борнео весь покрыт джунглями и горными серпантинами. Так что для местных дорог такая машинка – самое то.
I will change money and come back. 2 minutes. Thank you very much. Деньги поменял, с водителем расплатился. Пора и с городом познакомиться. На первый взгляд Сандакан похож на огромную декорацию к азиатскому боевику. Выгоревшие на солнце дома и улочки трущобы, петляющие между грязных потрепанных кварталов. Живет город за счет морского порта и текстильной промышленности. Кстати, швея в Азии – это довольно распространенная мужская профессия. Включил металл и строчит. Но главная достопримечательность Сандакана – местные жители. Несмотря на сложные условия жизни, они славятся своей дружелюбностью и гостеприимством. Вообще в городе грязно, запахи отовсюду, но из-за того, что люди приветливые, улыбаются, и каждый искренне рад тебя видеть, впечатление остается только хорошее. Если честно, это все больше похоже на деревню, а не на город. Как-то скучноватенько. Поэтому богатые туристы, прибывшие в Сандакан, надолго здесь не задерживаются. Берут машину и едут на противоположную часть острова, к модному курорту Кота-Кинабалу. Именно там находятся самые дорогие отели и лазурные воды Южно-Китайского моря. Туда и поеду. В Сандакан приезжают ради огромного количества природных заповедников, в которых можно познакомиться с уникальным животным миром острова. Этим и займусь в ближайший уикенд. Но сначала отправлюсь к морю. Борнео – это огромный остров, покрытый зелеными шапками джунглей и пронизанный извилистыми серпантинами дорог. Так что дорога к Кота-Кинабалу уже сама по себе достопримечательность. Местные красоты настолько впечатляют, что порой хочется остановиться, чтобы просто полюбоваться невероятными пейзажами острова. Спустя 6 часов я приехала в один из самых популярных отелей Кота-Кинабалу – Сатера Харбор. Это огромнейший комплекс с бассейнами, яхт-клубом и собственным выходом к чистейшим водам Южно-Китайского моря. Так, что тут у нас? Я арендовала компактный номер, оформленный в современном стиле. Ну, скромно.
скромненько, но со вкусом. Здесь есть ванная, небольшая плазма и балкон. Но главная фишка номера – красивейший панорамный вид. На самом деле, море, что еще нужно? Heard it all before. Won't you come with me, run with me now? Won't you come with me, let me show you how? We know the shame, we know the blame, we know the way out. В Сандакане пляжа нет, но есть море. А значит, должны быть дешевые морепродукты. Если у вас ограниченный бюджет и неограниченный голод, местный рынок – это первое место, куда вам стоит отправиться. Прикольно, реально, посмотри. И чего здесь только нет. Осьминоги, голубые крабы, акулы, скаты. Кажется, все, что есть в море, продается здесь. Но я решил ограничиться классическим набором. I want to take one lobster, two tiger prawns and креветки. Like this. Okay, it's 50, yeah? Take it. 50 рингит. Всего 50 рингит, и посмотрите, какая роскошь. Лобстер, тигровые креветки. Класс. Осталось найти, где это приготовят. Говорят, где-то здесь, на втором этаже. Hello? How I can cook it? Туда? Окей, хорошо. Фишка местных рынков в том, что рядом всегда есть забегаловка, в которой могут недорого приготовить ваши покупки. Ох, какая красота! Thank you very much. Попробуем лобстера. Вот он, мясистый какой. Конечно, лобстер, которого я купил в рамках своего бюджета, он, конечно, небольшой. Но лучше маленький лобстер во рту, чем большой лобстер в небе. На дне. Лучше, чем на дне большой лобстер. Несмотря на то, что там на кухне масло прям рекой льется, приготовили лобстера не хуже, чем в дорогом ресторане. Как говорится, лобстер маслом не испортишь. Все морепродукты очень вкусные. А все потому, что свежие и не прошли многократную заморозку. 13 баксов. Мне обошлось в том, чтобы полноценно пообедать, еще так наесться, что я вряд ли еще ужинать захочу. Это прекрасно, это вкусно, это аутентично, и это незабываемо. Фух. Главная достопримечательность любого курорта – это, конечно же, пляж. К нему я и отправилась. Ну что, пора сделать чек-ин на пляже? Что? Это весь пляж? Серьезно? Хочется сделать муа-муа-муа. Какой облом. Дорогой, тебе может места не хватить. Сейчас и проверим. Длина моего пляжа 5 единорогов. Не, ну чё, звучит даже солидно. 5 единорогов. Ты где отдыхала? Да на пляже, да, с 5 единорогами. Итак, контингент. Китайцы, там тоже китайцы,
А там нет, там не китайцы. Плотность населения. Места хватает всем. Шезлонги свободные. И все-таки для нашего человека пляж там, где есть песочек. Тут есть ломаные ракушки. Ну, очень даже приятненько. Инфраструктура. Туалеты совсем рядом. Есть спа-центр, кафе, 2 ресторана. В общем, ну, все, чего душе угодно. И водичка холодная. Ой, это вообще кайф. Где вы на пляжах такое видели? Молодцы! Вода. Очень прозрачная. Я полностью вижу дно. Но, правда, подход каменистый. Не всегда удобно. Хотя, с другой стороны, ребят, я на пляже одна. Мой собственный персональный маленький пляж. Все в стиле золотой карты. В общем, ставлю пляжу отеля Сатера Харбор твердую 3. Сандакан со всех сторон окружен теплыми водами моря Сулу. Осталось только найти пляж, ну, чтобы искупаться. Точно не здесь. Может, здесь? Оп. Что это такое? Оказалось, воды у побережья утопают в мусоре. Всему виной импорт и наплевательское отношение местных. Кроме того, береговая линия просто кишит игуанами. Здесь вообще я нигде не скупаюсь. Здесь в городе просто нет пляжей. У богатых не принято лежать на пляжах и купаться в море. Как правило, они берут водный мотоцикл и гоняют на нем по волнам. Я поступлю так же. Ай! Я хочу строить крутые покатушки! Hello, my name Alina. Аким? Oh, nice to meet you, Аким. Это не первый мой опыт катания на гидроцикле, но, как принято у богачей, я взяла себе персонального инструктора. Управлять водным байком, в принципе, не так уж и сложно. Здесь есть 2 рукоятки руля, кнопки запуска, а также рычаг, который отвечает за газ. Тормозов, по сути, нет. Чтобы остановиться, нужно использовать сопротивление воды. Главное помнить, во время поворотов нельзя отпускать газ, иначе есть риск перевернуться. Вот и все. И рассекай себе водную гладь сколько душе угодно. Красота! Как вы уже поняли, в Сандакане все очень дешево. Но совсем негде освежиться от жары и духоты. Поэтому я решил рискнуть и арендовать номер в отеле с бассейном. Друзья, номер в 4-звездочном отеле всего 54 бакса. 54 бакса, 4 звезды. Там все круто. Идем, покажу. Отель Four Points. 1-я линия. 4 звезды. И, конечно же, панорамный бассейн. Посмотри, какой бассейн. Вот нисколько не жалею, что снял этот номер. Во-первых, бассейн. А во-вторых, весь город как на ладони.
Чтобы познакомиться получше с местной едой, я пришла в лучший малазийский ресторан. Называется он «Ди Плейс Кинабалу». Говорят, что здесь подают лучшие традиционные блюда в городе. Hello. So we serve the traditional food. So what do you want? Yes, yes. I really want some traditional food and traditional drink. Okay, okay, sure. So I will come back later. Okay. Bring the food and the drinks, okay? Okay. Alright. Как интересно. Ну что тут может быть традиционным? Наверное, какая-нибудь рыба. Но оказалось, что самое традиционное и популярное блюдо на Борнео Боже мой, я уже вижу, что это, не хочу. – личинки пальмового долгоносика. Живут в стволах пальм и ценятся местными за питательность и низкокалорийность. У меня здесь живые личинки. Мне вообще тяжело сейчас собраться с эмоциями, учитывая, что здесь личинки шевелятся. О май гад. И реально, вот двигаются усики. Okay, shall we? Почему? Вот это свыше моих сил. Это все. Это для... Это живое. Я не могу. Живое я не могу съесть. Личинок подают в двух видах – сырых и поджаренных в масле. Попробую второй вариант. Может, хоть он будет не таким отвратительным. Она даже не накалывается. Это приготовленная личинка. Вот голова у нее, которую нельзя есть, и тельце. О, боже, это отвратительно. Господи, мне мерещится, что они двигаются. Реально, я смотрю на приготовленных, мне кажется, что они вот так вот. Хорошо, все, что я ломаюсь? Едим и забываем об этом и уезжаем отсюда. Я ем приготовленную личинку. Я запомню этот день навсегда. Я могу это сделать и забыть. Так, короче, из пленочки что-то вытекло. То, что вытекло, напоминает, я даже не знаю, какой-то соус. Я чувствую масло, потому что это готовили в масле. Я чувствую какой-то привкус ореха. Ну, может быть, отдаленное что-то вот молочное. Но это либо из-за сливочного масла, либо там вот может какой-то молочный вкус. Все, я хочу забыть об этом навсегда, пожалуйста. В бассейне искупался. Теперь пора посмотреть, где же я заночую. Сейчас покажу вам номер, а? Роскошь! Лакшери! Да мой номер больше и круче, чем у Алины. Плазма есть, чайник, стол, можно посидеть, поработать. Смотрите, пульт от окна, батарейка села. В этом номере я буду спать, как будто владелец золотой карты. Сладко и безмятежно. Добрых снов. Хочется записать море на диктофон. Вот так не хватает, когда мы возвращаемся из отпуска. Спокойной ночи. Пусть вам приснится море.
Все богачи начинают свое утро классически. Водным релаксом в личном безразмерном бассейне. А бюджетные туристы начинают утро с завтрака, ведь он уже включен в стоимость номера. Ух ты, какое изобилие. Я смогу наполнить свой рот изобилия. Завтрак в отеле Four Points – это большой шведский стол с возможностью выбора блюд. Я думаю, описывать еду нет никакого смысла, потому что вряд ли на шведском столе вы можете найти какие-то кулинарные изыски. Они берут количеством. Ну и, собственно, я тоже взял количество. Так, ну что, я поем и все, и начинаем день приключений. Потому что голодный Индиана Джонс. Вообще не Индиана Джонс. Как я уже говорил, в окрестностях Сандакана полно крутых природных заповедников. И на второй день я решил посетить самые интересные. Первый из них называется Лабук-Бэй. Вход для иностранных туристов стоит почти 15 баксов, а малайзийцам обойдется всего в 4. I'm Malaysian child. Yeah, I don't live. I need a proof. Proof? What kind of proof? My friend, cameraman Dmitry can say you. See, Дима, скажи, пожалуйста, я Malaysian child? Ты ж... Okay, sell me, please, one non-Malaysian adult. Дорого, конечно, но с другой стороны, на что еще мне здесь тратить деньги? На первый взгляд заповедник как заповедник. Пальмы да кусты. Но стоит только чуть-чуть пройти в глубину, и сразу понимаешь, чем, а точнее, кем он так знаменит. Ребята, привет. Это редкие обезьяны-носачи, увидеть которых можно только на Борнео. Носачи отличаются от других обезьян крупным носом, который похож на огурец. Ученые до сих пор не разобрались, зачем этим обезьянам такой гигантский нюхательный аппарат. Одни говорят, чем больше нос, тем популярнее самец среди самочек. Другие считают, что благодаря носу обезьяны общаются друг с другом. Чем больше нос, тем громче голос у его обладателя. Ну а сами обезьяны с умным видом молчат, не раскрывая своего секрета. Трогать и кормить животных в парке запрещено. Носачи – исчезающий вид, который строго охраняется законом. Вы знаете, с одной стороны, это не очень хорошо, что их нельзя потрогать, потому что, хотелось бы. Все-таки обезьяны-носачи — это не каждый день увидишь. Стоит ли сюда ехать? Конечно, стоит, потому что так близко увидеть эндемиков, обезьян-носачей в дикой природе, не в зоопарке, но где вы еще увидите? Пока Коля изучает животный мир, я отправлюсь смотреть на подводный. Классно, что сделать это можно прямо из отеля. Заказываешь яхту, опытных инструкторов и вперед! Южно-Китайское море – это настоящий праздник подводной жизни. Оно в 7 раз больше всем нам знакомого Черного моря. Поэтому в его водах обитает просто невероятное количество удивительных морских жителей. Только кораллов здесь столько, что и не сосчитать. Вот, к примеру, ковер из желтых и белых веерных кораллов. А вот сложный узор из медрепоровых. А там целое семейство полипов.
Среди всего этого подводного леса снуют стайки разноцветных рыбок. Рыбы-сержанты, клоуны и даже вымпельные рыбы-бабочки. Есть и более редкие экземпляры подводного мира. Как вот тридакна. Это такой огромный моллюск, похожий на раковину. Или целая стайка морских ежей. Все это создает удивительную атмосферу. Ты будто попал в необъятный подводный город, в котором кипит жизнь, и все заняты своими делами. Как в сказке. Невероятно. А я приехал в еще один знаменитый природный заповедник – пещерный комплекс Гамантон. Итак, друзья, это вход в парк, в котором находится самая отвратительная пещера в мире. Честно, я не представляю, как может быть пещера отвратительной. Есть один способ это проверить. Войти и проверить. Блин, это жесть. О, здесь реально воняет. Причем так воняет, что вот как будто этот запах можно нарезать вот так вот просто и на хлеб. И выдавать тем, кого ты ненавидишь. О, боже. Эту пещеру называют самой отвратительной пещерой в мире. А местные когда-то считали ее входом в преисподнюю. Слушай, это реально воняет. Это такой запах, что я не хочу туда заходить. Там же чем глубже, тем сильнее воняет. Действительно самая отвратительная пещера в мире. Но долг ведущего обязывает проникнуть внутрь и показать вам, что же все-таки там происходит. Внутри от увиденного сразу становится не по себе. Весь пол огромной пещеры устлан тоннами птичьих фекалий, в которых копошатся полчища огромных тараканов. Блин, посмотри, это реально тараканы. Копошатся. Что в студенческой общаге. А у меня еще открытая обувь. Так, слушай, может фонарик... О, отлично, фонарик их чуть-чуть прогоняет. Зато я вижу теперь картину целиком. И это не очень радует. Дело в том, что сюда прилетают гнездиться ласточки. Они прилетают гнездиться, селятся там наверху, гадят, соответственно, вниз. Это все набирает свои обороты, знаете, забродило еще так, и подванивает аммиаком. Тараканам нравится творчество ласточек, и поэтому здесь все кишит еще и тараканами. Уникальность пещеры еще и в том, что за несколько тысяч лет здесь образовалась закрытая экосистема, каждый участник которой зависит друг от друга. Ласточки вьют гнезда, а отходами их жизнедеятельности питаются тараканы. Насекомых едят летучие мыши, а все, что падает сверху, поедают крабы. Причем под раздачу может попасть даже летучая мышь. При этом пещера приносит большой доход местным. И не только благодаря продажам входных билетов. Ласточек отсюда не выгоняют. А почему? А потому что ласточкины гнезда здесь собирают. Видите, лестницы всякие, леса поставили. Срезают ласточкины гнезда и продают. Это довольно дорогой ресурс. В рестораны, там, для лекарств и т.д. и т.п. Но долго находиться в пещере просто нереально. Воняет очень сильно воняет. Очень сильно. И мозг туманится, и язык заплетается, я не понимаю сам, что несу. Смотрите, ласточка упала. Но она еще дышит. Дело в том, что у ласточек очень короткие ноги, и они не могут взлететь с земли. Поэтому я не знаю, если она, в принципе,
потенциально готовы взлететь, я пробую запустить с руки. Оп. Ласточка. Живи, живи, живи. Как ты там? Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Так. Иди ко мне, иди ко мне, иди ко мне. Уху! Прекрасно. Чувствую себя выполнившим долг. Человек – удивительное существо. Скажи ему, что где-то отвратительное место, он туда не пойдет. А скажи, что это самое отвратительное место в мире, он туда побежит, еще и денег за вход заплатит. Улица, фонарь, бутылка. Долгожданная для всех телезрителей. Ребят, хочу оставить вам $100. Коля дал отличную ЦУ, как их потратить на острове Борнео. Ну что, прячем? Если будете отдыхать на Борнео, обязательно загляните в Сандакан. Там на улице Джалан-Пункак, между церквями Святой Марии и Святого Михаила, на автодорожном кругу есть клумба с табличкой «Welcome to Saint-Michel». Под ней и спрятана наша бутылка со $100. От тропического курорта ожидаешь бесконечных пляжей, Экзотических фруктов и лазурного моря. Но у Сандакана свои правила игры. В городе просто нет пляжей. Этот город готовит туристу множество удивительных сюрпризов. Боже мой, я уже вижу, что это. 54 бакса, 4 звезды. Там все круто. Идем, идем, покажу. Каждый искренне рад тебя видеть. Мне кажется, она старше меня лет на 10. Что это реально воняет. Я запомню этот день навсегда. Весь город как на ладони. Море, что еще нужно? О, какой человек пришел. Ничего себе, пешком, не на вертолете, нет такой. Ой, ты знаешь, это был интересный, но очень странный уикенд. Я так и не поняла, я была золотой картой или по бедному. В смысле, забыла пин-код? Надо было мне позвонить. Очень смешно. Дело в том, что у меня была эконом-гостиница, я проехала кучу километров, я рассчитывала на вкусный ужин, а получила просто шок. Это были живые личинки. Но был очень хороший момент. Я все-таки... Хрящики? Нет, я все-таки смогла покорить дайвинг. Я нормально опустилась как на лично дно. вы? Мне было очень классно, мне понравилось. Правда, первый раз. Круто. Это тебе? очень круто. У меня еще круче. Я не сомневалась. Короче, Опыт. у меня было не так много разных развлечений, но каждое из них было мега насыщенно. Например. Например, я был в пещере, самой отвратительной вообще в мире, с тараканами и летучими Ой. мышами, и с запахом аммиака. Хорошо, До что сих меня там не пор было. Есть чуть-чуть. Хочешь понюхать как? Нет. Ладно. Что у меня еще было? Я был на рыбной... Ой, это вообще отдельная история. Я лобстера ел. Лобстера? Прикинь. Как? Ртом. Почему я не ела лобстера? Слушай, ну есть две... До свидания, друзья. Ребят, Идем. Идем, я тебе расскажу. Ну, во-первых, у тебя рот был занят личинками, а ой, лобстер... фу, не хочу это вспоминать, пожалуйста. Они двигались, это было отвратительно. Это называется раздельное питание. Личинки отдельно от Официантка лобстеров. съела при мне, представляешь, живую. О,